Здорово, заплутавшие! Как дела? Как ваша рутина? Вроде бы самое обычное состояние изо дня в день, о котором знает каждый. Но вот как эта рутина сможет проявлять себя в самом запутанном и глубоком творчестве? В играх, где ты не читаешь, как кто-то взял куда-то и пошел, а сам взял и пошел. Что в этот момент думаешь? И вот назрел вопрос. Как проявляется рутина в играх? Как она меняет восприятие игры? И как она стала инструментом для спасения и глубокой рефлексии? И, наверное, нужно начать с осмысления. Понять, почему и как рутина может позволять понять что-то. Думаю, лучшим примером станет Death Stranding. Потому что уже в основе этой игры заложено то, что рутина будет являться временем для осмысления сюжета, который подается нам через часовые катсцены. Заранее предупрежу, что дальше будут спойлеры. Мы играем за Сэма Портера Бриджеса. Он курьер, но необычный. В мире Death Stranding нет обычной нам жизни. Все сидят в бункерах, выйдешь, что тебя могут съесть невидимые черти. Кто это? Это мертвецы, попавшие в нашу реальность из загробного мира. После выхода смерти. Призраки в прямом его проявлении. И поэтому люди с думом-сверхспособности могут убегать или чувствовать тварей. И то есть могут избежать прямого столкновения. И поэтому курьеры очень ценятся в этом мире. И вот наш Сэм, у него не очень хорошие отношения с семьей, с чего и начинается завязка наших раздумий. Нам начинают вкидывать информацию буквально в 2-часовых катсценах, где мы ничего не делаем, а просто сидим и смотрим. Завязка истории, которая начинает игру, начинается с мамы Сэма, нынешнего президента, находящегося при смерти. И теперь она передает нам обязанности по спасению Амелии. Но вот самому Сэму до жопы это говно, ему хочется кататься на байке и кайфовать. Но вдруг мама умирает, и Сэма потрясает. Сразу после этого звонок. И уже Амелия нам говорит то, что проехала всю страну и поставила везде терминалы. Держи, подключи, держи маму, а то она скоро станет привидением и захочет тебя сожрать. Иди в крематорий сожги. А, точно, меня еще захватили террористы, я сама тебе не могу помочь. И теперь нас выкинули и предоставили основной инструмент игры – доставка грузов, которая и будет нашими главными целями в игре. Да, мы знаем то, что внутри, но посмотреть мы не можем. И только видим металлический магнитный чемодан. И чемодан за чемоданом, груз за грузом мы идем от нового места к новому месту. Периодически нас как игрока подпитывают катсценами, позволяя что-то понять или осознать. Так и начинается рутина. Это такая скучная, однообразная штука, никто ее особо не любит. Но деваться некуда. Она как тень следует за нами повсюду, от которой ты никогда не сможешь избавиться. Наверное, многие ее за это не любят. Но вот как ни странно, именно рутина каждый день может направлять твою немеренную экзистенциальность. Простыми словами, придает ритм, задает бит, придает основной цели смысл. И теперь шаг и шаг даются гораздо легче, и теперь идти сжигать свою собственную мать можно легче. Да, расслабляться еще рано, впереди вся игра, а у нас из механик только доставка. Тут нам оглашают главную цель. Мы должны пройти всю Америку и подключить абсолютно все терминалы. Ебало сразу представили? Такой, ладно, сейчас я подключу первый терминал, отдохну и все на этом. Но в игру вступает другая сюжетка – Биби, Бридж Бэйби. Он является таким же призраком, только тем мертвые призраки, а он живой призрак. Одни умерли естественным путем, а он умер при рождении. После этого его откачали внутри мамы, и получается Биби. Но нас это не волнует. По советам любых доставок наш сломан, деньги не возвращают, но и ты думаешь, ну вроде так нормально, и начинается твое приключение. И тут рутина, как друг, который говорит тебе: я знаю короткий путь. Понимая то, что ты сможешь быстренько пробежать всю игру, ты постоянно сокращаешь, но на самом деле этот короткий путь еще длиннее обычного. И вот ты идешь, сейчас сокращу, бам, упал, и так всю игру. Но все же ты идешь, и со временем это превращается в привычку. И в продвижении пути ты прокручиваешь мысли друг за другом, которые подают тебя в катсценах, прогоняя, прикидывая, составляя свою историю, а потом тебя возвращают в байк, и тут уже игра становится симулятором дальнобойщика по горам с тяжелой и запутанной историей. И так проходит вся игра. Доставка, падение. И тут, спасительная катсцена, которая поднимает тебе интерес. И так и получается вот эти американские горки Кодзимы. Так и проходит вся игра. А мы на этих американских горках едем дальше. Рутина, которая может спасти жизнь. Представьте, спокойная жизнь в отдаленной базе в горах.
Обычная работа астронома, проверки космических звуков и переработка их фотографий. Астероид за астероидом, день за днем. Рутина, рутина, рутина. Но вдруг в один прекрасный день ты смотришь на одну из фотографий, приглядываешься и понимаешь, что это твоя база. В голове непонятки, что за фигня. Пробежали мурашки по коже, но работу-то надо продолжать. И она становится все ближе и ближе. Кто-то наблюдает. Дрожь, паника, страх. Что же делать? Тревога, 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 тревога. Мозг начинает нагнетать. Страх неизвестности подпитывает это жадное чувство. И чем больше неизвестности, тем больше тревоги оно вызывает. Это как стоять перед закрытой дверью и гадать, что же за ней, помощь или смерть. Наши предки тревожились из-за хищников, а мы из-за теорий темного леса. То, что во Вселенной существуют неземные цивилизации. Но они молчат, подобно зверям и охотнику в темном лесу. Если тебя найдут первым, это будет означать смерть. Но все же ты берешь свои яйца в кулак, выходишь из этого шкафчика, но ничего нет. Тишина. Она еще больше давит. Как будто за каждым углом может кто-то быть. И в силу вступает рутина, ведь они лучшие подруги с тревогой. Хорошая рутина, она как якорь, который держит тебя в спокойствии. Когда день повторяется, мысли опускаются до автопилота. Утро, покушал, умылся, подышал свежим воздухом. Ну и теперь вроде можно идти делать дела. Что было вчера, а сейчас совершенно обычный день. И будущее становится не такое уж и страшное. Ты знаешь, что будет дальше, и это снимает напряжение. И вот ты продолжаешь работу, работаешь, понимаешь, а что за сраный срач? Давай-ка я уберусь. Тем более, что это за сраная грязь на окнах. Начинаешь убираться, приводить всю чистоту, выполнять какие-то совершенно обычные действия. Не забывай что-нибудь пожрать, а то сухпайки надоели, и хочется себя чем-нибудь побаловать. А в голове дома хорошо, чисто, есть что поесть, спокойствие, да и только. И вот рутина превращается в бесконечный цикл работы, уборки, совершенно обычных дел. И у нее начинается обратный эффект. Она может наоборот загнать в угол, и уже как-то база становится страшно. Что это за дырка в потолку? Почему тут сраный пароль 111? Не могли понадежнее? И эти окна панорамные, и подвал с мясом. Кошмары. И игра начинает играть с тобой на новом уровне, заходя дальше и дальше. Рутина и страх, два спутника, идут рука об руку, создавая замкнутый круг, из которого невозможно выбраться. А в голове только одно. Что это за место? Почему тут везде бургеры? Мне кажется, что везде, они везде. За деревьями, в тенях. Даже тут, в моих снах, подкрадываются все ближе и ближе с каждым шагом. Да. Ты успокаиваешься, и все начинается заново. Рутина и страх, два спутника. Мне кажется, именно поэтому Voice of the Void стала такой популярной, потому что она смогла сыграть с игроком на двух уровнях. Внешний, когда пугают просто внешние факторы, скримеры, какие-то обстоятельства или еще что-то. Или второй уровень, когда пугаешься не просто ссаных скримеров, а чувств внутри тебя. Когда страх так наполняет, когда бежать некуда, когда кто-то наблюдает. Думаю, нам стоит расслабиться после такого. И думаю, лучше нам уехать с этих швейцарских гор. Нам стоит съездить в далекий городок в долине звездной росы. Пеликан совсем небольшой, где каждый знает друг друга. Прекрасный воздух, чистое небо над головой. И мы с письмом в кармане от нашего уже покойного дедушки. В письме было написано то, что он оставил небольшой домик наследства в этом городке.
он сможет послужить идеальным началом для новой жизни. Начиная тяжелую работу, я так быстро уставал, все казалось невыносимым, ничего не хотелось. Но все же я знал, нужно продолжать. Делать одно и то же, повторение стало самым сложным испытанием, но с каждым днем было все легче. Знаете, она не сверкает как суперсила из космоса, но каждый день спасает от хаоса и стресса. Рутина – ваш лучший друг, который помогает держать жизнь под контролем и двигаться к мечте. Подумайте, каждое утро вы встаете, долбите деревья, камни. И это все на автомате. Рутина работает как невидимый помощник, освобождая ваш мозг от мелких решений. Вам не приходится тратить время на вопрос «А что делать дальше?» И это оставляет вам энергию для чего-то большего. Итак, мы начинаем знакомиться с жителями, узнаем о их жизни, увлечениях, узнаем о этом месте. Зарабатываем, развиваем огород. Да, работа грязная и тяжелая. И поддержки может быть мало, как физической, так и моральной. Но всегда придет тот скромный друг, который не хвастается, но всегда выручит. Стоит только понять, как он работает. И вы сможете использовать его, чтобы сделать свою ситуацию проще. Воспользоваться рутиной. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день повторять одно и то же. Позже уже деньжата поспевают. Сможете улучшить свой огород, стать лучшим фермером. Узнаете и сможете дойти до нижних уровней шахт, стать сильнейшим шахтером. А потом, может, кого-нибудь встретите. Ну и в конечном итоге сможете насладиться своим обычным бытом, который сможет принести вам удовольствие. И рутина сможет подтопить это чувство, расслабить, умиротворить и создать самую лучшую обстановку. Рутина оказалась не такой уж и обычной, смогла раскрыться с разных сторон, стать настоящим инструментом, подарить много новых жанров и даже стать чем-то жутким и пугающим. Но при этом, насколько игры смогли придать обычной, казалось, рутине красок. Представить творение, построенное на рутине, невозможно ни в одном другом творчестве. Ведь ты уже не просто читатель, слушатель, смотрец, ты игрок, который сможет все это прожить сам. И это открыло так много пространства, попытка показать людям, насколько проводить свою обычную рутину интересно. И ура, наконец я могу с вами поболтать, дорогие друзья. Как ваше настроение? Что думаете о доделанной рубрике «Вопросы, моменты из игр»? Думаю, над названием еще стоит поработать, конечно. Теперь, наконец, можно переходить к обсуждению следующих вопросов, и следующих. Конечно, если хотите как-нибудь помочь или подкинуть идейку, комменты всегда открыты. А кто это сейчас слушает и смотрит, вам мой отдельный респект. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, увидимся еще не один раз.